Сегодня хочу с вами раскрыть одну новую старую тему. Эта тема — это ответ на вопрос, что было до славян и что было до индоевропейцев, что было в глубоком человеческом прошлом. Вот об этом хочу сегодня с вами говорить. Огромное спасибо всем вам, кто нас поддерживает финансово, кто нас поддерживает с комментариями. Спасибо всем, кто регулярно смотрит наши выпуски. Если кто-то из вас хочет, может поддержать нас на Boosty, Patreon и PayPal. Всем привет с берегов реки Дравы. Сегодня мы записываем 4-й выпуск по очереди в нашем большом вызове. Запиши 30 выпусков каждый день подряд. И вот, это такая тренировка для меня, чтобы научиться более свободно разговаривать с вами. Ну, дословно это с камерой, конечно. Но имеем то, что имеем. Может быть, когда-нибудь будут какие-то лекции вживую. Посмотрим. Я вам хочу представить то, что является какими-то моделями, с которыми работают определенные ученые. То есть это просто модели, как конкретные какие-то ученые предполагают, что развивалось человечество до возникновения нам известных цивилизаций. И будем говорить о времени, которое длится примерно 150 тысяч лет до Рождества Христова, до примерно начала неолита. А это будет 10 тысяч лет до Рождества Христова. Точнее, это еще чуть позже, это еще мезолит. Но, тем не менее, вот что происходило за все это огромное большое время. Но я вам об этом буду рассказывать не подробно, а просто так для общего представления какого-то. Еще пару слов о том, что такое модель в этом смысле сегодняшнем, в нашем выпуске. А это значит, что это просто какая-то схема, какая-то ментальная схема того, как могло быть. То есть это не раскрытие прошлого в таком виде, как будто мы смотрели бы какой-то фильм о прошлом, и прям все, о чем там говорится, это все так точно. Нет. Это просто модели, которые предположили определенные ученые, исходя из своего опыта и из своих знаний. Когда я впервые с этим встретился, для меня это было очень увлекательно. У меня как-то общая картина человечества уложилась, так сказать, в одно целое. Начнем мы с генетики. Я знаю, что многие из вас любят просто генетику. Сколько тут у нас рассуждений R1A — это славяне или не славяне, или славян можно определить просто по одной мужской только хромосоме. Ну вот, начнем с этого. Значит, что мы знаем о времени? Значит, до 100 тысяч лет до Рождества Христова. Что тогда происходило? Команда ученых из Беркли проводила такое исследование на женской митохондриальной ДНК. В этом исследовании участвовало 147 женщин из разных стран, разных народов мира. И эта команда из Беркли обнаружила, что у этих женщин существует от 133 до 134 разных вариант этой митохондриальной ДНК, которые можно вывести из одного корня, из одной прамитохондриальной ДНК. Что значит, что это изначальная МТДНК принадлежала одной женщине, или вернее группе женщин, которая должна была жить где-то в Африке. То есть, согласно молекулярным часам, эта женщина, точнее, эта группа женщин должна была жить за 200 тысяч лет до нашего времени. И эту группу женщин, точнее, это МТДНК, они назвали митохондриальной Евой. Взяли этот мотив из Священного Писания, естественно. Конечно же, это ученые взяли как название, как орудие, с которым можно работать. Речь тут идет не о буквальной Еве. Если нашли митохондриальную Еву, так сам по себе открывается вопрос, нашли ли Y-хромосом древнего Адама? Ну, другими словами, отца, предка всех ныне живущих мужчин. И да, такого мужчину нашли. Вернее, нашли такую группу мужчин. Тут в этом исследовании также участвовала куча мужчин с разных частей мира. И тут также, к удивлению, обнаружили, что примерно в то же самое время, как жила группа женщин митохондриальная Ева, жил и этот Y-хромосом Адама. То есть эти конкретные люди. Все современные женщины являются потомками
той группе женщин, которая была обнаружена, и все современные мужчины так или иначе являются потомками той группы мужчин, которая жила в Африке примерно в середине второго 100-тысячелетия до нашего времени. Именно до нашего времени, потому что когда говорим о таком большом количестве лет, 2000 лет, то, что после Рождества Христова, не играет такую роль, не имеет такое значение. И согласно одной из моделей, называется это в английском языке out of Africa model, то есть модель из Африки или модель райского огорода. Люди вышли из Африки примерно за 100 тысяч лет до сегодняшнего времени и стали распространяться по всему миру через Ближний Восток. И так потихоньку добирались в разные части Европы, потом Азии, потом Индии, потом Австралии, Тихоокеанских островов и, в конце концов, до Северной и Южной Америки. Ну а какое было изначальное количество людей, которые тогда могли жить в Африке, то есть во времена митохондриальной ДНК? Но я опять вот так повторяюсь, когда снимаю, мне все-таки неловко достаточно. Я думаю, что я ошибусь сейчас в произношении, что последственно потом и происходит. Но вот видите, тяжело так снимать. Что я хочу сказать? Значит, это группа мужчин и женщин. Митохондриальные Евы и Y-хромосом Адам жили примерно в одно и то же время в Африке. Современные оценки предполагают, что тогда существовало где-то около 10 тысяч людей всего. То есть это сейчас какая-то большая деревня или очень мелкий городок. И это было все человечество в те древние времена. До Австралазии и до Новой Гвинеи люди добрались примерно с 60 тысяч лет до сегодняшнего времени или 50 тысяч лет до сегодняшнего времени. Австралию заселили где-то за 30 тысяч лет до современного времени. Самые северные части Евразийского континента населили где-то до 20 тысяч лет до нашего времени. В Японии и в Америках оказались где-то во времени за 30 тысяч лет до сегодняшнего времени. И так люди разошлись по всей Земле. Существует несколько ученых, которые занимаются очень древними языками. Как когда-то развивался язык. Есть такая наука, которая называется сравнительное языкознание. И оно сравнивает языки мира и пытается найти между ними отличия, что очевидно, что языки разные. Но то, что еще больше удивляет, это то, что у многих языков существует очень многие сходства. Так, в рамках сравнительного языкознания начало развиваться индоевропейское языкознание, то есть индоевропеистика, которая сравнивает индоевропейские языки. Потом есть ветвь, которая занимается уральскими, угрофинскими языками, семитскими языками и так далее. Но некоторые люди пошли еще дальше и решили сравнить реконструированный язык праиндоевропейский с языками семитов, с языками уральцев, алтайцев и изобрели такую новую модель в начале 20 века, и это так называемая модель ностратическая теория. Ностратическая теория, ее впервые предложил датчанский языковед Холгер Педерсен 1903 года, и он утверждал, что, возможно, существуют какие-то связи между индоевропейской группой языков, хамито-семитской группой языков или афроазиатской, как сейчас называется, и уро-алтайской группой языков. Общий язык, предок всех этих языков, он назвал ностратическим. Кстати, у нас на нашем вещальнике вы можете послушать реконструкцию ностратического языка известного русского языковеда Владислава Марковича Ильича Свитича. Ссылка будет где-то тут, я ее скину, можете послушать. Как вам это? Нужно сказать, что далеко не все языковеды согласны с этой реконструкцией, и многие думают, что это вообще такие игрушки, что ничего с этим нельзя доказать. В развитии этой ностратической теории очень большую роль сыграли советские и русские языковеды, такие как Аарон Долгопольский и как раз Владислав Маркович Ильич Свитич. И согласно этим авторам, в ностратическую группу языков входят афроазиатские языки, картвельские языки, индоевропейские языки, уральские языки, дравидские языки — это те, которые в Индии, и алтайские языки — это те, из которых тюркские языки развились, там монгольский тоже.
Потом еще к этому присоединили и эскимо-алеутские языки, а также и америнские языки, то есть языки американских индейцев. Ну и у них получилось реконструировать в определенной степени язык этих людей, который очень хорошо отражает жизнь людей в палеолите. То есть получается такое впечатление, что это язык такого типичного палеолитского общества. Вроде бы все сходится, да. И то, что знаем из археологии, антропологии, и то, что знаем из языкознания. Но это только лишь одна модель. Существует еще другая, и, наверное, еще сотня других, которую предложил американский языковед Джозеф Гринберг. Он известен тем, что строил такие очень большие языковые семьи, пытаясь доказать древнее родство разных языков и, в конце концов, всех языков мира. То есть говорил он об общих истоках человечества. Он это сделал немножко по-другому, чем авторы настратической теории, но он тоже пришел к выводу, что все индоевропейские языки, уральские языки и алтайские языки действительно когда-то на глубоком уровне вышли из одного языка корня, а самые близкие языки этим индоевропейскому, уральскому, альтайскому языкам — это японско-корейские языки и аинские и нивские языки. Эту группу он назвал евроазиатской. Потом другую похожую группу он назвал евразийской. Очень важно не путать тут евроазиатская и евразийская. Это две разные группы языка, согласно Гринбергу. И евроазиатская группа, она включала в себя афроазийскую, картвельскую, это языки Грузии и соседства, и потом дравидские языки тоже в это входят. Это древние доиндоевропейские языки Индии. Ну, одни из них, среди которых и тамильский язык. А все эти евразийские языки были в дальнем родстве с юго-восточно-азийскими языками, которые потом разделяются дальше на аустразийскую группу языков, на тихоокеанскую группу языков, на австрийскую группу языков. Конечно, это переводы на русский мои, поэтому я не знаю, насколько они соответствуют. Они в языке, в котором я записывал, называется это аустрич, то есть не австрийская, как Австрия, а имеется в виду как раз языки юго-востока мира, как мы его воспринимаем, да, то есть Океания, Малайзия, Полинезия и так далее. И потом тут еще австро-тайская группа, которая делится на группу даичских языков и австронезийские языки. В общем, можно запутаться во всех этих разных группах. И интересно, я вам тут покажу на карте, как он это разделил. Гринберг создал такую схему, как развивался язык у определенных обществ до 15 тысяч лет до современного времени, или даже у него это обозначено именно 15 тысяч лет до Рождества Христова. То есть картинка, первое изображение представляет состояние языков сразу после 100 тысячного года до Рождества Христова, когда люди уже немножко расселились, и тогда можно идентифицировать три группы языков. Африканские языки, тихоокеанские языки и днекавказские языки. Тут, где встречались все эти разные три группы, видим потом схему на изображении на картине Б. На середине образовались евразийские языки, которые потом дальше развивались. Евразийские языки, появились также евразиатские языки. А уже из этих языков потом появились и проиндоевропейский, и проуральский, проалтайский, прогамито-семитский язык. Картинка А показывает состояние за 100 тысяч лет до Рождества Христова. Второе состояние, возможное, 40 тысяч или 20 тысяч лет до Рождества Христова. И последнее состояние, 15 тысяч лет до Рождества Христова и вплоть потом до неолита. Разумеется, что Гринберг это нарисовал просто так схематически, да, чтобы мы легче себе представили это. Разумеется, что тут много всего мы не знаем и не понимаем. Это только лишь догадки. Но это не такие догадки, как когда вы спросите человека просто с улицы, ну, как там, как мир был создан, или кто были первые люди. Конечно, нет. Эти догадки — это догадки ученых, которые построены на том, что ученые уже что-то знают. То есть это не просто так по-слепому догадываемся, было так, было так. Нет, это не так.
На самом деле тут очень большая работа и труд ученых за этим. На самом деле этот мотив, что когда-то существовал только один язык для всех людей, он встречается много где, в том числе и в Священном Писании, что сначала была одна речь, один язык, и что все люди говорили на одном языке. Помимо Священного Писания, этот мотив встречается и в очень разных религиях, в очень разных частях мира. А также это встречается в истории европейской философии. Например, немецкий философ лужицко-сербского, то есть славянского происхождения по матери, Лейбниц, он утверждал, что все люди когда-то говорили на одном языке, исходя из Священного Писания, который он назвал адамским языком, то есть языком Адама. И что все современные языки — это просто разновидности этого древнего праязыка. И в каком-то смысле он был и прав. Но тут появляется еще один такой вопрос, на который я вам отвечу сейчас. Если получилось сравнить все эти языки мира, получилось ли, может быть, реконструировать какие-нибудь словечко этого языка? И да, получилось, конечно. Я вам их сейчас зачитаю. Эти реконструкции, конечно, очень сильно под вопросом, потому что, да, меньше знаем, конечно, больше ошибок тогда возможно. Итак, например, «ку» обозначало «кто», «ма» — «что». «Пал» — это был номер 2, «пал» — 2, цифра 2 точнее. «Аква» была вода, но это в латыни потом задержалось как «аква». Затем «тик» — это 1, и это палец. Затем «кан» и какой-то вокал там был, «канна», «канны», «канно» — это рука номер 1, предположительно правая. Потом «боко» — это рука номер 2, или левая рука. Потом «бунку» — это, сейчас не могу показать, но это на ноге колено, или что-то, что можно сгинать. «Боко». Точнее, «бунку», «бунку». Потом «сум» — волосы. Потом «чуна» — нос или нюхать. Потом «кам» и какой-то вокал, «камма», «каму», «камме» — чихнуть или схватить что-то. И корень «пар» и тоже какой-то вокал после этого «паре», «пару», «пари», «паро», как «лететь». И этот язык, согласно схеме Гринберга, существовал примерно с 100 тысяч лет до Рождества Христова до 50 тысяч лет до Рождества Христова. И я хочу просто сказать, что, смотрите, это такое предположение очень смелое на самом деле, что примерно 50 тысяч лет существовал один и тот же язык. Но языки обычно меняются намного быстрее. Сколько нашим современным языкам. Мы до 1000 лет еле дотягиваем, даже и это не дотягиваем, да? А тут говорим о том, что 50 тысяч лет это было. Во-первых, людей тогда было намного меньше, следовательно, и язык мог много медленнее меняться, если сказать, защита этой теории. Но все равно то, что сделал Гринберг, это довольно смелое предположение. Однако оно интересное для размышления. Это пусть на сегодня будет все. Может быть, завтра или в следующий день поговорим о культурах на территории Европы, об археологических культурах на территории Европы, которые существовали в мезолите. Эти культуры не индоевропейские, но они существовали на территории Европы. Даже некоторые существовали в тех землях, где сейчас живем мы, как славяне, которые сейчас являемся охранниками этого наследия, так сказать. То есть наши археологи, как правило, выкапывают эти останки, они их сортируют, они их анализируют и потом приносят в музей и показывать народу, делают такие копии. В общем, да, все это очень увлекательно, очень занимательно. Если вам интересно посмотреть на предыдущие выпуски из этого нашего вызова, снимать выпуски 30 дней подряд и выпускать также, так можете перейти тут по ссылке. Всем спасибо за внимание и увидимся завтра. Пока-пока.